Нилигири – это горный район в штате Тамил-Наду в Индии. Он притягивает туристов целебным воздухом, прохладной погодой и великолепными пейзажами. В переводе с тамильского языка Нилигири означает «голубые горы». Дэн, можешь встать рядом со мной? Я делаю фотку. Дэн. Но Дэн не может встать рядом со мной. Мы приехали сюда, чтобы в тишине отдохнуть от мегаполиса, и не прогадали, как же хорошо тут дышится. Здесь можно встретить диких животных, но некоторые из них могут быть смертельно опасны. Они очень опасные. Не подходите к ним близко. Они убивают людей. Ути находится всего в 90 километрах от аэропорта Коимбатор. Это одна из самых доступных горных станций Индии. Некоторые районы здесь колоритны по-индийски, но вот эти красные черепичные крыши на склоне напоминают скорее итальянский пейзаж, а не индийский. Мимо волшебных холмов и уютных городков курсирует той-трейн – горная железная дорога Нилигири, также известная как игрушечный поезд Ути. В 2005 году она была внесена в список всемирного наследия ЮНЕСКО. В первой половине XIX века англичане разведали, что в этих местах шикарный воздух, и решили сделать здесь курорт. Дома, которые они здесь строили, выглядели примерно так, но этот дом поздняя имитация, хотя выглядит вполне аутентично. Мы решили поселиться в глуши, в долине Кетти. Вот с такими видами нам предстоит просыпаться следующие 10 дней. Кинув вещи, мы решили прогуляться. И тут Нилигири показал нам фокус. Пара секунд, солнце скрылось и ливанул дождь. Рональд, хозяин нашего гостевого дома, предложил нам прокатиться. Не дожидаясь, пока дождь закончится, мы поехали. В нашем путешествии мы перемещались между двумя городами, основанными 1,5 столетия назад англичанами. Это Ути и Кунур. С Рональдом мы поехали по окрестностям Кунура. И здесь нам очень понравилось. Безлюдно и живописно. Только посмотрите на эти водопады, ущелья и бесконечные чайные плантации. Нилигири – это 3-й по значимости чайный район в Индии. В XVIII веке эти чайные плантации были созданы англичанами. Все эти холмы были превращены в плантации. Вот почему Англия теперь одна из богатейших стран в мире. Рональд отвез нас в свое секретное место. Его не найдешь ни в одном путеводителе. Это индуистский храм в ущелье. Сам Рональд – католик, но его жена – индуистка. И сюда они приезжают вдвоем, устраивают маленькие пикники. В Индии очень много богов, и все они отвечают за разные вещи. Это бог, который охраняет деревню. Если кто-то приходит из других мест, чтобы украсть или сделать что-то плохое, он охраняет у въезда в деревню. Он охраняет, поэтому мы называем его Аяпан. Этих усачей снабжают лошадьми, чтобы они каждую ночь скакали вокруг деревни и проверяли, все ли в порядке. Статуи недолговечны. Когда они разрушаются от дождя и солнца, местные умельцы делают новые. Насладившись очарованием этого безлюдного храма, мы поехали в Кунур, в шоколадный магазин «Модис». Вот так выглядит горный городок Кунур. А «Модис» – это кафе и магазин, где продают знаменитый горячий шоколад, визитная карточка Ути и Кунура. Кроме шоколада продаются печенье, пирожные, кексики от 30 до 100 рупий. Кафе ориентировано в первую очередь на иностранных туристов. Рональд, хоть и не турист, но огромный поклонник «Модис». Теперь и мы подсели. Мне понравился яблочный пирог и банановый кекс. А вот яблочный бупай. Мне понравился браун. Какая вкуснота! Отличный сувенир из этих мест – сладости и шоколад из «Модис». Небольшое отступление от маршрута, но отмечу, что второй «Модис», побольше Кунурского, находится в городе Ути,
рядом с главным ботаническим садом. Подкрепившись в Модисе, мы поехали обратно и по дороге встретили его. Нет, это не буйвол. Это бизон. Дикий бизон. Вы же видели чайные плантации? Там работают женщины. Бизон убивает сборщиц чая. Эти животные очень опасны. А как оно убивает людей? Рогами. Ага, рогами. То есть они ходят вокруг деревень и убивают людей? Но они не убивают постоянно. Это случается иногда. Если бизон думает, что ты собираешься напасть на него, тогда он также хочет напасть на тебя. Но мы никогда не знаем. Животные непредсказуемы. Ага, то есть это происходит нечасто, но это может случиться. Это может случиться, да. И это случается несколько раз в год. Месяц назад в этом месте один мужчина был убит. Особенно ночью, когда люди идут с работы, бизоны атакуют их. А можем ли мы встретить этих животных рядом с вашим домом? Да, вы сможете их увидеть в ближайшие несколько дней. Я позвоню вам вечером и позову вас, как только они придут в мой сад. Они приходят, так что я позвоню вам, окей? Вернувшись в гостевой дом Рональда, мы снова вышли прогуляться по окрестностям и взглянуть на долину Кетти. Если встретил бизона, беги. После 6. После 6 приходят бизоны. После 6. Уже 6. Уже 6. Yeah. Come on. Но это неизвестно, надо ли бежать. Слушай, Таня, я как будто в Подмосковье попал, смотри. Прям тропинка, травка. Как у нас все, как в России. Да, только Ну, горы. горы, ну, Неожиданно. это всё выглядит. Не, ну, И запах такой, как в России запах. Но мне страшно, я пойду обратно. Я все-таки реально боюсь буйвола. ты боишься бизона. А вдруг тут еще коты какие-то дикие выйдут? Дэн побежал домой уже, все. Я подманиваю. Ну не надо, пожалуйста, подманивайте его. А, что тебе страшно уже? Буйвол, буйвол! Ко мне! Буйвол! Слушай, ну если он приходит, подожди, если он приходит к нему во двор, значит мы его здесь можем встретить. Давай, давай его ждать. Дикий бизон красив, его так хочется поснимать, но мы вернулись домой, все же это небезопасно. А утром мы пошли на станцию Кетти, чтобы покататься на той трейне, игрушечном поезде. Станция как будто игрушечная. Тут, кстати, снимались многие сцены известных индийских фильмов, особенно мелодрам. Прохаживается один мужчина в юбке. Это местная национальная одежда лунги. Он сказал, что билеты давно распроданы онлайн. Придется брать такси и ехать в Ути. На той трейн был доступен только один маршрут – до станции Кетти, где мы живем, и обратно в Ути. Как назло! Придется еще обратно на такси ехать. Если хотите выбрать другой маршрут, бронируйте билет онлайн за месяц. Ожидая поезд на станции Ути, можно посмотреть артефакты полуторавековой давности, станционные часы, сигнальные лампы и фотографии паровозов. Билет от Ути до Кетти и обратно стоит 1000 рупий. Это дорого по местным меркам. Может быть, поэтому пассажирам в утешение выдают пакеты с подарками. Мы в маленьком поезде, и даже нам дали снеки. Покажи, что там в снеках. Что нам дали в снеках? Итак, нам дали сок, печенье, шоколад, местный шоколад. Просто очень сладкий. Это одна из самых медленных железных дорог в Азии. Поезд идет, а вернее тащится со скоростью 13-20 км в час. Ну и хорошо, что такая медленная. Можно все рассмотреть. Джон Салливан, основатель этого курорта, впервые приехал сюда в первой половине XIX века и был очарован красотой этих гор. Он писал: «Это похоже на Швейцарию больше, чем на любую страну Европы.
Холмы красиво покрыты лесом, а в каждой долине есть прекрасные сильные источники с проточной водой. Еще одно достоинство Ути – прохладная погода. Пока мы тут были, температура колебалась между 20 и 25 градусами. А самая высокая температура, когда-либо зарегистрированная в Ути – 28,5 градусов. Такая приятная прохладная погода и привлекла сюда англичан. Самые вкусные завтраки в нашей поездке нам готовил Рональд. Это южно-индийский завтрак, специально адаптированный под наш вкус. No spicy, не остро. А вообще в этих местах множество очень приличных кафе и ресторанов. Но отдельно мы расскажем об одном, особо впечатляющем. Это ресторанчик в горах, вдалеке от суеты городов, с видом на потрясающий горный пейзаж. Посмотрите, какой интерьер, как продуманы все детали, декор, посуда, бутылки для воды. Травки. Здесь подают только вегетарианские блюда, потому что сама хозяйка вегетарианка. Пасту не используют покупную, а готовят прямо на месте. Очень вкусно. Макароны действительно ощущаются как домашние. Кофе, десерты – все на очень хорошем уровне. Ну и цены по индийским меркам кусаются. Обед обошелся нам в 3 с лишним тысячи рупий. Хозяйка этого ресторана – бизнес-леди из Бангалора. Она когда-то приехала в Кунур по делам, была очарована этими местами и поняла – вот лучшее место, где нужно провести пенсию. И не дожидаясь пенсии, она купила здесь дом и открыла итальянский ресторан. Дэн, кто нас ждет? Она ждет наша леди рикша. Женщины-водители рикши – явление для Индии очень редкое. За 1,5 года в Индии мы встретили только одну водительницу рикши. В интернете можно найти статьи о том, что в таком-то городе Индии есть одна леди рикша, а в другом 2. В Уте, как нам сказали, их 3. Индия – традиционная страна. Положение женщины здесь строго регламентировано. Но все постепенно меняется. В 2024 году даже появилась целая программа «Розовые рикши». Женщины-водители будут получать специальные субсидии и управлять экологически чистыми электрорикшами. В Уте огромное количество грандиозных парков и садов, основанных англичанами. Все эти парки в прекрасном состоянии. Прогуливаясь в одном из них, в ботаническом саду Ути, Дэн понял, что готов к переезду. И, кстати, очень хороший интернет здесь. Очень хороший интернет. Ты хочешь здесь жить? Мне тут нравится, реально. Еще одна вещь, которая поражает – огромное количество растений изо всех уголков мира. Некоторые из этих деревьев завезены из Америки, Канады. Это написано на дереве. Вон там. Чтобы почувствовать эти места изнутри, мы пошли на экскурсию Сен и с ее подругой Фарой. Вдруг мы заметили то, что было у нас перед носом. Так вот почему здесь такой знакомый, приятный запах. Это клен, с ума сойти. В России у нас много таких деревьев везде, очень красивые. Здесь, в сентябре, эти деревья меняют цвет. Одуванчики растут в Индии? Нет, только в Утти. Ну и все называют его одуванчик. Если ты сдуешь все-все, ты можешь загадать желание. У Эн есть несколько маршрутов. Мы выбрали прогулку по железнодорожному пути. Почему эта железная дорога не используется для местных жителей? Потому что она слишком медленная. Это занимает час, чтобы добраться из Ути в Кунур. На автобусе быстрее. Тут полно туристов и сложно достать билеты. Это окей, что мы тут ходим? Это окей, но это незаконно. Ну да, если ты увидишь какое-то железнодорожное начальство, смывайся. Просто бежим. Бежим отсюда. А что они тут проверяют? Пути.
А какова цель? Проверить пути, безопасно ли все. Не тот мужчина, который справа, а мужчина с левой, который идет прямо по путям с красным флагом. Скажите им, пожалуйста, они хотят знать, что вы делаете. Я кимен. Он Кимен. Я проверяю железную дорогу и всю эту территорию. Так, моя задача проверить, все ли в порядке на путях. Необходимо проверять, есть ли какие-то неисправности. Это ключи. Это ключи. Они могут ослабнуть. Мне надо подтянуть их. Иначе, когда пойдет поезд, они могут выскочить. Также есть картер. Где тут картер? Вот картер. Он тоже может выскочить. Где он? Вот это картер. Его тоже надо подтягивать. Вы проверяете тут каждый день? Каждый день, 2 раза в день. Надо все проверить. Вот так. И все подтянуть. Потому что если 3 ключа выпадут, то рельсы сдвинутся. Это возможно, чтобы поезд сошел с рельсов? Это когда-нибудь случалось? Раньше давно случалось, но в последнее время нет. Когда вы используете красный флаг? При любых проблемах мы используем красный флаг. А где ваш зеленый флаг? В сумке. Это хорошая работа, потому что это полезно для здоровья. До свиданицы. Вы знаете, я видела его так часто, я никогда с ним не говорила. Только «доброе утро» или «добрый вечер». А бизоны приходят сюда? Да, иногда они тут. Вот, тут их тропа. Животные ходят здесь. Видите? Следы. Это опасно, если бизоны придут сюда? Лучше не оказываться рядом с ними. Я всегда разворачиваюсь и ухожу. А леопардов вы видели? Да, Диких леопардов? вы видите? Вот здесь, это кобра. Она ест комаров. Здорово, правда? Эти растения растут только тут, в Ути. Это горная станция. Поезд идет очень медленно. Средняя скорость 13 км в час. Какова была цель англичан, когда они строили эту дорогу? Чтобы сделать путешествие в Ути легче, потому что Ути стала летней столицей, поэтому они запланировали постройку железной дороги. Но потребовалось 40 или 50 лет, чтобы реализовать этот проект, потому что местность очень сложная. Так что до Кунура им удалось построить железную дорогу в 1899 году, а проложить ее выше, в Ути, удалось только к 1908 году. Это клевер. Клевер, да? У вас он тоже должен расти. Да у нас его полно. У нас есть белый, красный, розовый. У нас есть белый клевер и красный клевер. И розовый. А что это за запах? Лимонный аромат вы чувствуете? Да, сладкий. Вот, это дерево. Денис не может чувствовать этот запах. Я пытаюсь почувствовать, но ничего не могу унюхать. Это эвкалипт лимонный, такой вид эвкалипта. О, классно. Клуб в Ути пахнет точно так же. Многие старые дома в Ути так пахнут, потому что местные жители делают жидкость из масла этого эвкалипта и моют ей полы. Доброе утро.
Я бегун на длинной дистанции. Бегун на длинные дистанции? Я участвовал в соревнованиях не только в Нилигире и Тамил-Наду, но даже в общеиндийских соревнованиях. Я бегал на дистанции 5000 и 10 тысяч метров, но теперь я на пенсии и занимаюсь вот этим делом. Очень мило. До свидания, спасибо. Он работает в компании кабельного телевидения и ходит по домам. Ну не на машине он тут ездит, а пешком ходит. Да, пешком. Вверх-вниз, вверх-вниз. Недаром он бегун на длинные дистанции. А какая температура здесь зимой? Она может опускаться до 0 градусов. И тут иней по утрам везде лежит. Все белое, красиво. Люди приезжают, чтобы посмотреть на это. Все дома здесь новые, кроме тех, которые с черепичными крышами. Они построены в колониальную эпоху, в этом стиле, с каминами. Вы видите трубы? Это самая высокая точка здесь. Отсюда железная дорога идет вниз в Кунур и вниз в Ути. Это 7300 футов высоты. А если в метрах, то это 2225 метров над уровнем моря. Этот камень очень старый, а мох, который растет на нем, используется в кулинарии. Вы знаете биряни? Да, это мое любимое блюдо. Особенно южноиндийское биряни мне нравится. При приготовлении южноиндийского биряни, которое так любит Денис, используется приправа, сделанная вот из этого мха. А вы когда-нибудь видели здесь русских? Никогда. То есть мы первые. Вы первые. Нет никаких свидетельств о том, что в этих местах когда-нибудь существовало государство. Когда Ост-Индийская компания пришла сюда, в Нилигире, здесь проживали 5 племен. Среди них были Тодос. Они пасли буйволов на лугах. Буйвол был их священным животным. Кроме Тодос здесь жили племена Кота, Курумба, Илура и Бадигада. Все они жили вместе, очень гармонично. Но когда пришла Ост-Индийская компания, многие земли отошли им. Тогда Тодосы жили в необычных домах с крышей в форме радуги. И сейчас вы увидите один такой дом. Вы увидите его справа. Но вам надо снять обувь, если вы хотите подойти к дому. А почему надо снимать обувь? Потому что это священное место, священное для Тодос. Самое известное местное племя – Тодос. Они знали уникальные свойства растений. Их рецепты молочных продуктов были сложны и изощренны. Они разводили буйволов, но при этом были вегетарианцами, питались растениями и молоком. Посмотрите на эти домики хоббитов. Дверь напоминает лаз. Она такая маленькая, как будто для детей. Джон Салливан, основатель Ути, писал: «Тодосы не преклоняются перед белыми приезжими, а относятся к ним с величавой снисходительностью». Тодосы жили в полной гармонии с природой, в отличие от современного человека. Если бизоны такие опасные для людей, и много смертельных случаев происходит тут, то почему люди не прогонят их? Нет, дикие животные находятся под защитой. Но ведь тут живут люди. Ну да, люди размножаются. И люди пришли на землю, где живут дикие животные. Посмотрите, что написано на воротах. На табличке написано, что здесь пробегают леопарды. Это опасно тут ходить? Тут Энн уже не могла удержаться и начала смеяться над нами.
Медведи тут ходят где-то вокруг. Медведи? Здесь еще и медведи живут. Большие или маленькие? А почему здесь производится шоколад? Это англичане опять. Была одна пожилая леди, англичанка, которая начала делать этот шоколад. И ее ассистент открыл этот магазин шоколада. Это был первый такой магазин в Ути. Когда я была ребенком, у нас тут был один магазин – Кингста. Там делали шоколад и пирожные, такие вкусные. И все мы росли тут, поедая этот шоколад. А теперь эти шоколадные магазины на каждом углу. Модис – это хороший магазин? Модис хороший, но еще обязательно попробуйте Кингста. Тут 2 или 3 Кингста, но вы идите в тот, который за Доминос Пиццей. И они разрешат вам попробовать каждый шоколад. То есть вы сможете съесть очень много. Мы посмотрели вслед поезду и отправились вместе с Энн посмотреть еще ее одно очень особенное место. Это остановка с боксом-библиотекой. Любой желающий может взять отсюда книжку и взамен оставить другую. Если вы поедете в эти места, обязательно сходите на экскурсию с Энн. Ее контакты в описании к этому видео, как и другие полезные ссылки. А на следующий день мы арендовали такси за 2500 рупий в день и поехали на чайные плантации. Чай, который собирают и обрабатывают в Нилигире, продается по всему миру. Для кого-то отличная локация для селфи. Но эти женщины горбатятся тут под палящим солнцем весь день. Это типикеры, сборщицы чая. Так повелось с тех пор, когда здесь начали выращивать чай 150 лет назад. Заработная плата, нагрузка, безопасность и условия жизни типикеров всегда были ужасными. В 2019 году минимальная зарплата типикеров составляла всего 305 индийских рупий в день. Сейчас говорят, что ситуация постепенно меняется к лучшему, хотя с первого взгляда так и не скажешь. Каждый таксист, который повезет вас на экскурсию по местным красотам, обязательно завезет на чайную фабрику. Не отказывайтесь. Одного. 30 рупий. За двоих 60. Такие прекрасные браслеты. За 30 рупий на человека вы на фабрику попадете, и на дегустацию, и экскурсию послушаете. На самом деле чаи, которые здесь производят, просто великолепны. Даже вкуснее, чем на Шри-Ланке, по нашему опыту. Первая стадия производства – это белый чай. И вторая стадия – это зеленый чай. Белый чай получается в результате очень естественного процесса. Это чай первой сборки. При его производстве нет никакой искусственной обработки, только солнечный свет. Среди его достоинств – профилактика рака. Белый чай не производится в этих цехах. Его собирают и скатывают вручную, а потом сушат на солнце. Это чай ультрапремиального качества. А вот на таких станках, которые работают довольно грубо, производится знакомый нам черный чай крупного и мелкого помола. Здесь же можно бесплатно продегустировать чай. Мадам, это масала ти, острый. Кстати, чай, который мы купили в магазине при фабрике, оказался отличного качества, очень вкусный. Особенно нам по возвращению домой понравился белый чай. Правда, стоит он дорого – 800 рупий за 100 грамм. Мы небольшие знатоки чая, но даже нам стало с первого глотка понятно, что это тот самый чай ультрапремиального качества. Стандартное путешествие по местным достопримечательностям от одной смотровой площадки, viewpoint, до другой. Но мы попросили водителя просто остановиться на дороге, когда увидели красивое место. Кажется, это невозможно снять. Здесь очень круто.
Дэн не может развернуться, он фотографирует. Это видео. Когда мы приехали на смотровую «Нос дельфина», нас ожидала совсем другая картина. Это больше похоже не на Нилигири, а на остальную Индию. Суета, торговля и толпы. Настроение у нас, конечно, немного подпортилось. Тут красиво, но в такой толчее сложно наслаждаться гармонией природы. Толпа и, конечно же, маленькая обезьянка. Поэтому совет: не полагайтесь на таксистов и просто просите останавливаться в каждом красивом и пустынном месте, которое вы увидите по дороге. Вот так можно с удовольствием проводить день за днем, любуясь пейзажами, путешествуя по чайным плантациям и индуистским храмам. Но одно из самых полюбившихся нам мест – это Сим-парк в Кунуре. Здесь собрана коллекция из более чем 1000 растений. Но знаменит парк не только растениями. В прошлом году один турист пытался здесь сделать селфи с диким бизоном, и бизон его убил. Но пока бизонов не наблюдается, парк достаточно большой, видимо, надо углубиться внутрь, и тогда мы встретим его наконец. В кроваво-красном закате мы его встретим. Все, здесь уже никого нету. Здорово! Здорово! Хвост как у хвостяра. Какой красавчик! Ой, какой! Ой, с ушами, посмотри, с ушами. Котик. Ты видео снимаешь? Да. Ну, пошел. А там их несколько. Эта церковь была построена еще в колониальную эру. Да? 1883 год. Ничего себе. Здесь написано. И ни души. Кроме великолепной природы, в этих местах можно полюбоваться и архитектурой. Множество католических храмов конца 19-го, начала 20-х веков стоит того, чтобы в них заглянуть. В будние дни этот храм пустует, а по воскресеньям здесь проходит служба. Ведь после многолетнего правления англичан многие местные жители стали католиками. Насладившись местными красотами, когда вы возвращаетесь в гостиницу, всмотритесь в темноту. Когда солнце уходит, в этих местах царит волшебная и таинственная атмосфера. Может быть, где-то за углом, на окраине деревни, вы заметите красивых и опасных диких бизонов. Смесь Подмосковья, Абхазии и Швейцарии. Идеального такого Подмосковья. Ну вот, ради таких моментов стоит жить и снимать. Не зря. День прожит не зря.